Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои хорошие, с вами я, Алина, и мой канал «Новинки от Алины. Быстрая кухня». Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои очень интересные видеоролики. Таким способом я мариную огурцы более 20 лет. Итак, в чистые простерилизированные банки закладываю свежий хрен, укроп, чеснок и чистые вымытые огурцы, те, которые постояли в тазу с водой больше 2 часов. Стараюсь в банку закладывать огурцы одинаковой величины, примерно. Они укладываются плотненько, как видите. И так поступаю до тех пор, пока не закончатся все огурцы. Пока я здесь укладываю огурцы, тем временем кастрюлю поставила на огонь с водой, туда забросила крышки, водичка с крышками закипит и я отключу. Это будет у меня такая своего рода стерилизация крышек. Я их долго не кипячу, чтобы не повредить резинки. Теперь смотрите внимательно, что я делаю. Итак, в кастрюле 5 литров воды, это крутой кипяток. Заливаю в каждую банку, то есть до тех пор, пока вода не закончится. Это обычная чистая вода, без всяких специй, без всяких приправ. Заливаю я до самого верха и затем накрываю чистыми крышками. И оставляю огурцам постоять в кипятке полчаса. Затем воду сливаю, полностью сливаю. Наливаю в кастрюлю чистую воду. Снова кипячу и снова заливаю второй раз кипятком. То есть повторяю так 2 раза, а 3-й раз уже делаю маринад. Банки с кипятком уже остыли. Одеваю крышку, вот такую вот специальную, сливаю воду и показываю, как я заливаю второй раз обычным кипятком, то есть без маринада. Снова оставляю на полчаса, затем снова сливаю воду и в дальнейшем делаю уже маринад. Таким способом огурцы никогда вас не подведут и не помутнеют. Далее смотрите, мои хорошие, в данной кастрюле вмещается ровно 5 литров воды сверху. Эти 5 литров хватает на 3 трехлитровые банки. Добавляю следующие ингредиенты для маринада. 8,5 ложек мелкой соли без особого верха, 21 столовую ложку сахара без особого верха и все хорошо перемешиваю. Вливаю 300 мл уксуса 9%. Хорошо перемешиваю. Далее забрасываю черный перец горошком и душистый перец. Все хорошо перемешиваю. Кипячу где-то пару-тройку минут. Вот муж решил еще добавить свежий хрен и укроп для маринада. И затем готовым маринадом, крутым маринадом, то есть крутым кипятком, заливаю огурцы. Накрываю крышками и сразу же закатываю. Переворачиваю дном вверх, крышками вниз. Хорошо укутываю одеялом, либо же полотенцем и оставляю на пару-тройку суток до полного остывания самих банок. Затем снова переворачиваю крышками вверх и ставлю в прохладное место, то есть у нас это кладовка. И там они хранятся спокойно себе, могут храниться долго-долго, до тех пор, пока вы не откроете и не скушаете эти вкусные, замечательные огурчики. Такие огурчики подходят к любым зимним, а также к любым весенним, осенним
салатам, заправкам, закускам. Это очень-очень вкусные огурчики. Хрустящие, в меру с кислинкой, в меру соленые, очень вкусные. Так что я вам советую приготовить такие вот вкусные огурчики. І ви не пожалієте. Це, мої любі друзі. На цьому я буду завершувати своє відео. Я буду дуже сподіватися, що моя інформація була для вас корисною. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові і дуже цікаві відеоролики. Бажаю від щирого серця, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Все буде Україна! Наша файна квітуча країна! Це Україна!